Дорогие друзья, здравствуйте! Добрый день, добрый вечер, в зависимости от того, где вы в настоящий момент находитесь. Ну, и это вторая часть нашего сериала по поводу того, в чем состоит главная цель, главное самое заветное желание Кремля, Путина в том, что касается Украины. И как для этого задействуется активное мероприятие, операция влияния или информационно-психологические операции. Я вам все это рассказываю на конкретном примере, который, вот фактура всего этого, это является продукт моих собственных наработок в значительной степени, который основан на моем глубоком знании оперативного почерка российских спецслужб, того, как они вербуют, как они руководят своими агентами и как они их направляют. И зная этот почерк, можно вскрыть десятки таких агентов сейчас на территории Соединенных Штатов Америки. И они работают на полную катушку. Нужно просто знать, кто есть кто, как они попали куда, и тогда перед вами раскрывается вся картина устремлений Кремля. Итак, продолжим. Вторая часть. Первая закончилась на том, что то ли агент влияния, то ли полезный идиот, разницу я объяснил в первой части, она не принципиальная. Она имеет значение для вот этого агента или полезного идиота, когда к нему придет ФБР или другая спецслужба, контрразведывательная организация. Для центра это не имеет значения. Ну, вернее, тоже имеет, но значение такое, чисто престижа. Агент в Америке, американец – это все. То есть это все равно, что пилот слетал на Луну, вернулся обратно, ордена, медали, звания там и так далее. Почет. А полезный идиот, на профессиональном жаргоне это звучит как доверительная связь. Это дело уже обыденное. Это так, добровольно сделанная работа, но не подвиг. Бог с ним, это, так сказать, проблемы или тайны, маленькие, профессиональные, гнусные тайны спецслужбы. Самое главное, перейдем к делу. Он, этот Марк Епископос, опубликовал в издании The Hill статью под названием «Мирный договор между Россией и Украиной был возможен 2 года назад и остается возможным сегодня». Речь идет о анализе текста проекта договора, который рассматривался в 1922 году в Стамбуле между украинской и российской делегациями в обстановке полнейшей секретности. С Российской Федерацией там все понятно. Они все назначены Путиным. Кто такой Путин? Понятно. Совершенно понятно, что люди, назначенные с ним, то есть каждый человек, который был там, находился, он продуманно там находился под полным контролем российских спецслужб, ФСБ в частности, Кремля, а со стороны украинской делегации там вопрос темный. Начнем с того, что руководитель делегации формальный был Арахамия. Как он туда попал? С какой стати? Он что, дипломат? Он имеет отношение к внешнеполитической деятельности. Кто поставил этого Арахамию решать судьбоносные для страны вопросы? Это, понимаете, это проходной двор. Это собралась ватага пацанов, босиков, там у костра вечером, пожарили картошечку в углях, откушали ее. Потом перетерли, перекурили и порешили. А давайте мы этого назначим, он туда поедет. Приблизительно так. Там еще агента туда вклинили, агента российских спецслужб по фамилии Киреев, который потом представлялся тщетно украинскому обществу, общественности, как якобы наш, то есть украинский агент, который работал против Мордора. Но это так детский лепет. В этой обстановке секретности они породили определенный текст, который уже был готов, он парафирован был
согласно той информации, которая просочилась, в том числе лично от Путина. Но потом Буча, скандал, все это дело, поставили на нем крест. А так уже все. Уже украинскому обществу были готовы представить эту бумагу. И сейчас посмотрим, что бы в результате этого произошло. Так вот теперь епископос доказывает нам. Кстати, он имеет такое представление и понятие об этом тексте, которое я не видел в российских средствах массовой информации, в украинских, да и в американских средствах массовой информации я не видел вот такого подробного, примера такого знания реального текста этого документа, как это демонстрирует господин епископос. Интересно, откуда он это все взял? Но уверенно пишет, у меня нет сомнений, что он это знает. То есть тут главный вопрос, кто ему это дал. Я тоже это догадываюсь. Может быть, один из его научных сотрудников в американском университете, но это не так важно. Может, из Москвы Дмитрий Симес переслал по почте, но это вопрос другой. Итак, ближе к делу. Епископос утверждает, что Запад совершает колоссальную ошибку. Вот сейчас. И в основе этой ошибки лежит то, что Запад и Европа, и Соединенные Штаты Америки настаивают на том, что единственный путь к миру в настоящий момент – это поддержка Украины с их стороны. До тех пор, пока Россия безоговорочно не признает свое поражение. Ну, кстати, Запад так не говорит, автор передергивает. Они говорят до победы Украины, или, так скажем, для создания Украины твердых позиций, создания для нее позиции силы для переговоров. Но никто не говорит о безоговорочной капитуляции. Они, то есть Запад, отвергают призывы к урегулированию путем переговоров как наивные, опасные и бесполезные. При этом они утверждают, что президент Путин не отступит, если его не остановить силой оружия. Ну, слава богу, мы с вами знаем, что после долгих метаний, в конце концов, Запад пришел к пониманию, что в Кремле сидит сумасшедший, которого можно остановить только силой оружия. В 1939 году этого не поняли, и разразилась Третья мировая война. Теперь, слава богу, это поняли, хоть чуть-чуть и поздно, но поняли. Епископос считает, что это неправильно, это заблуждение. Далее, пишет он, более чем за 2 года конфликта западные лидеры не теряют надежды на военное поражение России, даже когда боевые действия склоняются явно в пользу Москвы. Но это тоже он здесь загнул, потому что боевые действия склонились явно в пользу Москвы не потому, что ВСУ стали хуже воевать, а потому что агентура Кремля в Палате представителей Соединенных Штатов и руководители этих конгрессменов, мы знаем, кто это прежде всего МАГА, это партия Путина в Конгрессе США на полгода затормозила выделение помощи Украине и была близка к тому, чтобы его полностью сорвать. Вы помните обсуждение этого вопроса, насколько драматично все это сложилось. Но тем не менее. Итак, с прискорбием пишет автор. Отсутствие интереса Запада к тому, чтобы выяснить условия Кремля по прекращению войны, оно было удивительным даже во 1922 году, учитывая огромное преимущество России по всем соответствующим показателям военной мощи. Сегодня оно тем более удивительно в свете значительно ухудшающегося положения Украины. Устойчивое убеждение в том, что дипломатический путь к миру в Украине никогда не существовал и сейчас не существует, не соответствует фактам и служит самоограничением, который заставляет западное правительство добиваться нереальных и контрпродуктивных военных целей. То есть вот вам сразу одна карта положена на стол.
Он сейчас будет нам утверждать, что был дипломатический путь к прекращению войны, нормальный дипломатический путь по прекращению войны в Украине путем переговоров с Россией 2 года назад в Стамбуле, и сейчас он есть. И это трагическое заблуждение Запада, не говоря уже о Украине, о том, что они его просто игнорируют. Вот здесь проявляется, понимаете, я слушал его выступление у Соловьинова на Соловьином помете. Даже там этот человек, несмотря на то, что он говорил с идиотом, я имею в виду Соловьева, таким дуболомом, он умел продемонстрировать тонкость своего мышления, гибкость этого мышления. У меня нет сомнений, что он понимает, что это то, что он здесь написал, это ерунда. Какой дипломатический путь переговоров с Москвой, которая вторглась 24 февраля 22 года в Украину, нарушив десятки самых важных в мире, если такие есть, дипломатических документов, включая Хартию Организации Объединенных Наций, Устав Организации Объединенных Наций, несколько документов, да все документы о двусторонних отношениях между Российской Федерацией и Украиной, которые были подписаны, начиная с развала Советского Союза. Все это было попрано Кремлем на основании тупых, совершенно идиотских претензий, обид каких-то, высосанного из пальца, какого-то бреда о том, что Украина там собирается разместить боеголовки, которые направлены на Москву. Это одно. Потом оно все менялось, вы помните. Потом, значит, Украина – это антироссия. Потом Украина, значит, хочет, вернее, НАТО при помощи Украины хочет уничтожить вообще Россию. Но этот бред полный. И теперь, значит, автор, он не может этого не понимать. И вот то, что он пишет здесь, что существовал и сейчас существует дипломатический путь, это не он говорит. Это я вам вот 100% даю гарантию, потому что я его слушал много. И это вот тезис, это важнейший тезис сейчас Кремля, Путина. Им нужен так называемый дипломатический путь, то есть переговоры. Дальше ход мысли автора. Вторжение 22 года началось с серьезной неудачи для Москвы. Ну да, так обделаться второй армией мира, это надо быть постараться. Ощущая последствия этих первоначальных просчетов, российские официальные лица заявили о своей готовности пойти на серьезные уступки в рамках регулирования конфликта с Киевом. И тут тоже очень важно, вот говорят, там Путин применит ядерное оружие, если что-то не так. То есть он настолько идиот, я вам рассказывал про это, стратегическое на протяжении десятилетий активное мероприятие всех российских, советских, потом российских спецслужб о том, что в Кремле сидят идиоты. И если вы не сделаете так, как они хотят, не их утихомирите или не ублажите их, то тогда все. Они нажмут на красную кнопку и похоронят себя, но и вас. Но в этом тексте совсем другое. Ощущая последствия своих просчетов, российские официальные лица сделали что? Они заявили о готовности к переговорам с Киевом. То есть готовы были отказаться от своих целей, как только что-то пошло не так. Как только они поняли, что через 3 дня парада на Хрещатике Победы не будет, который им подарит 5-я колонна, они тут же все свернули и готовы к переговорам. Это вот к тому, помните, была мысль, многие высказывали в 2014 году, после того, как они украли Крым. Если, при первом же выстреле, если бы украинские тогдашние власти, если бы там нашелся хоть один человек, выше, я имею в виду власти, который дал бы приказ стрелять в ответ на действия российских вооруженных сил в Крыму, и если бы при этом приказе ВСУ бы начали стрелять, то есть тогда бы не было того, что мы имеем сейчас. И Крым по-прежнему был бы украинским. А что касается сегодняшнего дня, то это свидетельствует наплевать, как я неоднократно говорю на этом канале, на все эти угрозы про ядерное оружие.
ощущая последствия своих первоначальных просчетов, как пишет епископос, если теперь делать так, как надо, а не слушать эти бредовые придумки из Кремля про ядерное оружие, то они опять, значит, поймут свои просчеты и пойдут. И пойдут. Их надо давить, давить. Этот кулак должен пахнуть смертью у носа плешивой этой бледной моли. И тогда Москва поймет свои просчеты и пойдет на переговоры. Так вот, значит, дальше он переходит, епископос переходит к тому соглашению, которое было выработано в апреле 22 года. Хотя, да, в конечном счете эти переговоры не привели к заключению окончательного договора, но есть явные признаки того, что они продвигались в этом направлении, и в ключевых областях произошло значительное сближение позиций. Ну да, российские переговорщики настаивали на том, чтобы Украине остались минимальные вооруженные силы. Но я думаю, так вот, что-то типа почетного караула на Банковой. И чтобы вооружение, это по количеству личного состава. Но тоже касается и максимальной дальности украинских ракет. Тут, правда, не указано, но автор, видимо, знает, о чем там речь. Украинская делегация утверждала, что предельная численность войск должна быть выше. Ну, скажем так, не одна рота почетного караула на Банковой, а 2 роты. Но, в принципе, украинская делегация не возражала против этих ограничений, что позволило 2 сторонам найти золотую середину. Ну, скажем так, 1,5 роты вооруженной силы Украины имели бы 1,5 роты почетного караула для Банковой. Эти уступки, хотя и кажущиеся крутыми, если рассматривать их, то есть суровыми такими, очень жесткими для Украины, если их рассматривать отдельно. Но если их взвесить и посмотреть на общий контекст и на общую картину результатов переговоров, то получится, что Россия предложила замечательные условия Украине для того, чтобы закончить эту войну. Что же это за чудесные условия, которых добился толеран наших дней, великий дипломат Арахамия? Так, в обмен на отказ от намерения когда-либо вступать в НАТО со стороны Украины или размещать на своей территории войска НАТО, Украина должна была получить надежные, многосторонние гарантии безопасности от коалиции желающих предоставить эти гарантии, включая Израиль, Турцию, Канаду и США. Я так чувствую, что многие, кто внимательно слушает вот этот текст сейчас, просто разразились гомерическим хохотом. То есть Раша, которая являлась гарантом Будапештского меморандума и растоптала его, как и целые и десятки других важнейших документов международного права, она теперь предлагает в обмен на то, что Украина отдаст свои вооруженные силы, вооружение, и взамен подпишет Будапештский меморандум номер 2. Ни больше, ни меньше. Ну, во-первых, эти переговаривающиеся стороны, я вам гарантию даю, не спрашивали, а захочет ли Израиль, Турция, Канада или США стать гарантом всего этого Будапештского, Стамбульского меморандума теперь. И затем, в чем разница их гарантий будет по сравнению с теми гарантиями, которые дали великие державы, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, та же Раша, Украине, в обмен на то, что она отдает ядерное оружие, отказывается от ядерного оружия. То есть уже нам рассказали, что Украина не должна иметь практически никакого оружия, никаких вооруженных сил. То есть безоружная страна, и вдруг на нее опять Раша нападает по каким-то бредовым предлогам. И теперь Израиль, Турция, Канада и опять те же Соединенные Штаты бросаются защищать эту страну, у которой нет теперь вообще никаких вооруженных сил. То есть они своими войсками должны теперь защищать эту несчастную, опять обманутую страну. Но я не верю.
Не верю, что господин епископ, повторяю, я его слушал неоднократно, он умный человек, что он мог вот так вот просто взять и написать этот бред. Это полет бледной моли в пространстве большого, которое бороздит просторы Большого театра. То есть это второе Будапештское соглашение. И не более того. Затем это соглашение дальше, великие, это то, что предлагал, это великие уступки, которые предлагала российская делегация Украине в лице Рахамии в обмен на то, что Украина полностью разоружится. Дальше, значит, этот документ призывал Россию подтвердить свое намерение содействовать членству Украины в Европейском Союзе. Это блестяще, да. То есть сама Раша не является членом Евросоюза, будет содействовать. Каким образом она будет содействовать? Просите Европейский Союз, примите туда Украину, но это же смешно, это бред какой-то, просто бред. Но автор пишет, это ознаменовало собой ошеломляющий разворот в стремлении России блокировать европейские устремления Киева, заложив основу для возможной интеграции Украины в общий западный политический, культурный и экономический блок. Никогда такого не было. Вообще не было. После 1991 года никто Украине не мешал включиться в этот блок, присоединиться к нему. Даже Раша не мешала. Это стало вызывать ее озабоченность, мягко говоря, когда Путин стал президентом, и в этой башке, значит, заиграли бредовые идеи о русском мире, о возрождении Русской империи. А до этого проблема была, скорее всего, там, вот в пятой колонне Янукович, то он за, то он против. Ющенко то ли был за, вроде бы за, а потом, когда дошло дело, так вот оказалось и вроде и против. И НАТО тоже как-то так не получилось. Поэтому все это какой-то детский просто лепет, из которого вырисовывается главное. Раша и лично Путин, столкнувшись с неожиданным в Украине после вторжения и поняв, что дело может закончиться катастрофой, как для Наполеона в свое время закончились такие для фюрера. Правда, не из-за того, что разгромили его российские войска, погода такая получилась. А там у Наполеона пожар случился, есть нечего было. Ну да бог с ним, это так, о прошлом. Так вот, значит, они перепугались и решили вот этим лохам, значит, вы разоружаетесь, берете на себя эту обязанность, а мы вам даем какие-то, в общем, мифические гарантии, кто-то вам даст. С кем мы еще не говорили, неизвестно, дадут или не дадут, но вы подпишите это сейчас, парафируйте этот документ. Потом будете с ними говорить. Потом пойдете широкой столбовой дорогой по миру и искать гарантов этого соглашения. А в это время, значит, Раша восстановится, изучит свои ошибки, исправит их и опять придумает бредовый предлог, как и настоящий предлог, там, нацизм, денацификацию, демилитаризацию и так далее. Там еще деинопланетизацию, допустим, еще что-нибудь. И опять зайдет в Россию, в Украину. На переговорах в Стамбуле не было предпринято попытки достичь консенсуса относительно территорий, захваченных Россией после февраля 2022 года. Оставив этот вопрос на усмотрение Путина и президента Украины Зеленского на запланированной встрече в верхах. Ха-ха. Вы представляете? То есть, заставив Украину разоружиться сейчас и взяв на себя обязательства соответствующие, Украина оставляет под фактическим контролем России территории, захваченные после февраля 2022 года. Крым тоже остается там. А все будет решаться личная встреча между Путиным и Зеленским. И как вы себе представляете результаты этой? Что Зеленский, как горный орел, налетит на Путина, заклюет его и заставит отдать территории, нагло захваченные с февраля 2022 года. Да, это смешно слушать. Да не замылит
Путин это все. Когда эта встреча еще состоится, а состоится, будет ли она? Ну, в общем, это какой-то детский просто лепет, ни больше, ни меньше. Я вам скажу, что произошло бы. Вот подписали бы все это, а потом Россия бы длительное время, то есть паузу, все это было бы поставлено, 15 лет выжидать решения крымского вопроса. После этого там уже поколение бы людей сменилось бы. Естественно, они бы все проголосовали за... Там, поменяли бы этих людей несколько раз. Ротация, так сказать, кадров. А в это время Москва прибегла бы к своему излюбленному приему решения вопросов с Украиной. Коррумпирование украинской элиты. Заплатили бы, грубо говоря, определенную сумму опять, и весь этот вопрос бы и порешали. Его порешали через пятую колонну Российской Федерации в украинском политикуме. То есть никакой бы Путин, никакой бы Зеленский не заставил Путина отдать по-доброму, по доброй воле эти территории. Это просто смешно читать. Украинским переговорщикам удалось добиться от своих российских коллег существенной уступки по смежному вопросу. Это по статусу Крыма. 10-15 лет он под Москвой. И это великая уступка, потому что Россия уже давно настаивает на том, что контроль над полуостровом не подлежит обсуждению, потому что его аннексировали в 2014 году, а потому не подлежит обсуждению. Но тут пошла на великую уступку. Давайте отложим обсуждение на 10-15 лет. Мы можем его обсуждать так или иначе, но 10-15 лет. А за это время то ли шах, то ли и шаг. Ну, в общем, что-то случится, сами понимаете. Итак, эти условия, пишет автор, стали бы победой Украины и ее западных партнеров. Впервые в своей истории Украина получила бы возможность интегрироваться с Западом на своих собственных условиях, как суверенное государство, у которого отобрали вооруженные силы, оно сейчас голое. То первый раз отобрали только ядерные силы, сейчас бы отобрали все остальное. Но это суверенное государство, независимое, совершенно ни от кого независимое. Но его безопасность должны гарантировать другие страны, типа Израиля, Турции и так далее, которая будет существовать согласно успешному послевоенному опыту Австрии и Финляндии. Господа, Финляндия – это термин такой был – финляндизация. Это отношение Финляндии с Советским Союзом, когда ни одного решения сколь-нибудь важного в Хельсинки не могли принять без предварительного разрешения, согласия Москвы. И тогда один из моих начальников на каком-то этапе моей службы был бывший резидент внешней разведки КГБ генерал Виктор Михайлович. Так вот, у него влияние было настолько высоко, что однажды он находился в бане, в сауне финской, и они решали там какой-то вопрос очень важный. Так он смог по звонку оттуда из бани, который он дал указание сделать кому-то там из государственных служащих Финляндии, остановил поезд, вернее, задержали поезд Хельсинки, по-моему, он шел в Ленинград. Вопрос важный решали и так далее. Вот такое будущее готовил, значит, это Стамбульское соглашение Украине. А Австрия? А что Австрия? Австрия находится в центре Европы. Она окружена блоковыми странами НАТО. И для того, чтобы добраться до Австрии, нужно пройти НАТО, которое надежно себя защищает. Вот у Австрии есть такие гарантии безопасности. А у Украины, которая граничит с Российской Федерацией, увы, нет, и с этим соглашением тем более бы не было. Так что главная цель этого всего, то есть то, что давала и предлагала Россия, это смеху подобно, а практически, что получила бы Россия, замораживание этого конфликта, разоружение Украины, которая упала бы, как переспелая груша, к ногам захватчика.
Конечно, пишет автор, никакой гарантии, что Стамбульское коммюнике было бы окончательно оформлено в виде договора, если бы переговоры продолжились, не было. Но в интересах Украины и Запада было использовать этот шанс, хотя бы потому, что альтернатива была гораздо более мрачной. Почему мрачной? Это загадка. То есть тут мы возвращаемся. В 1994 году уже был такой шанс у Украины разоружиться в ядерном плане и использовать свой шанс. И теперь автор предлагает, и те силы, которые стоят за ним, использовать второй шанс. То есть второй раз войти в ту же самую реку, что, как знали еще древние греки, практически невозможно. Или, во всяком случае, самые попытки сделать это глупы. Далее, учитывая высокие ставки Украины, почему она отказалась от вот этих наработок в Стамбуле? Ну, отчасти от того, что Россия понесла масштабное поражение. И возникли иллюзии, что дальше будет так же. То есть будет нанесено поражение России. И никаких уступок больше не потребуется. Этого не получилось, пишет автор. Ну, допустим, отчасти это так. Дальше. Запад обещал жесточайший режим санкций, в результате которого российская экономика будет разрушена. Тоже до сих пор, да, и Запад еще обещал, что его помощь продлится столько, сколько нужно будет. Сложно было, были серьезные испытания есть на этом пути, но это не значит, что это не будет выполнено. То есть никто не сказал теперь, что поражение России на поле боя невозможно. Наоборот, мы видим концентрацию, объединение усилий, единение всего Запада, который теперь декларирует эту идею. Она не просто декларирует, что мы за победу Украины. Они теперь говорят, что победа Украины, вернее, победа России в войне против Украины – это экзистенциальная опасность для нас, для Запада, прежде всего Европы. Этого нельзя, то есть от этого существует, что такое экзистенциальная опасность? Это значит быть или не быть, жить или не жить. Поэтому и объединяется Запад. И вы видите, чем дальше, тем Запад становится более радикальным в своей поддержке Украины. И вот рассказывает последнее предложение уже о том, чтобы войска ввести, войска НАТО. Сейчас они начинаются, там первый шаг, потихоньку, осторожно, но тем не менее. Дальность ракет становится все больше, сняты все ограничения, во всяком случае, со стороны Великобритании. А большего и не надо. Есть западная страна, которая поставляет те оружия, ракеты дальнобойные, достаточные. И она говорит, стреляйте, ребята. Так это сейчас, а дальше еще лучше пойдет. Если это не приведет к желаемому результату. Таким образом, остается на поле боя, и это единственный шанс. Потому что другого не будет. На поле боя нужно добиваться победы. Что касается помощи Запада, то он будет так или иначе. В прошлый раз я вам говорил, или еще 2 недели назад, все было ясно в Конгрессе для трампистов, которые говорили, это последний пакет помощи Украине, 61 миллиард. Все. А теперь, несколько дней назад, на прошедшей неделе, о чем речь идет? О том, что, видимо, понадобится еще один пакет в конце года. Поэтому нужно к этому готовиться, для того, чтобы преемственность на следующий год еще обеспечить. Поэтому по 2 позициям есть реальные шансы, и в этом направлении ведется работа. Тем не менее, автор считает, что вот эта максималистская позиция Запада Украины, да она не максималистская, она рациональная, потому что Украина наконец-то понимает, что если она не добьется победы на поле боя, то тут все. Украина как государство просто перестанет существовать. Тем не менее, значит, как пишет автор, вот это ошибочное представление Запада, да и Украины, о том, что никаких дипломатических переговоров, то есть урегулирования дипломатическом на этом этапе быть не может до тех пор, пока не будет достигнут перелом на поле боя.
А из этого, значит, получается, что Украина и Запад, ее союзник, то есть проводят воображаемую красную линию, которую якобы они не достигнут, но тогда вообще ничего не будет. Результата хорошего для Украины не будет. Получается сценарий замороженного конфликта. Вот второе теперь, чего боится Раша, оказывается. Что самое смешное. То есть всегда все думали, то есть первое, вот мы остановились на первом, им надо переговоры, и чем быстрее, тем лучше. И к этому приводят их те знания, которые они имеют в Кремле о реальном положении внутри государства и реальном ее положении вовне. И реальные отношения, в том числе и прежде всего с Китаем, которые не столь благополучны, но как они на это рассчитывали. А вторая новость, значит, что теперь вот оказывается замороженный конфликт не совсем для них хорош. Не так он замечательный, как они утверждали еще совсем недавно. Это вот самая большая тайна, которая раскрывается в этой статье. То есть нужны переговоры, и нужны они как можно скорее. И на этой высокой ноте автор заканчивает. Хорошая новость заключается в том, что хотя сегодня позиция Москвы на переговорах, безусловно, будет менее сговорчивой, чем в 2022 году, Кремль заявил, что по-прежнему рассматривает Стамбульское коммюнике как основу для продуктивных мирных переговоров. Вуаля, господа! То есть, понимаете, если бы это написал кто угодно, ну, скажем так, человек, который неизвестен мне, как агент влияния Кремля, то можно было бы это так представить, как, ну не совсем квалифицированную оценку ситуации, там человек увлекся там и так далее. Но я его слышал, я его знаю. Он не может верить во всю эту ерунду. Ну и, наконец, его становление этого человека, он же стал известен после того, как он попал в липкие объятия The National Interest, этого главного центра влияния или ИПСО российских, сначала советских, потом российских спецслужб в Соединенных Штатах Америки, которые, помимо этого, еще превратились в центр для поиска людей, которые могут представлять вербовочный интерес для спецслужб Российской Федерации. Вот такая, господа, ситуация. Делайте теперь выводы, что нужно делать. Ужесточить позицию и вести дело к тому, что удалось сделать ВСУ в первые месяцы после вторжения Мордора в Украину в феврале 22 года, когда ВСУ командовал генерал Залужный, было меньше гораздо оружия, теперь Залужного нет, зато оружие будет больше, и оно будет более летальным, скажем так, или более эффективным. Поэтому, господа, нужно бить по всем возможным целям, по НПЗ, по другим объектам военной инфраструктуры Российской Федерации, как пишет, вернее, как проговорился агент или полезный идиот влияния Кремля Соединенных Штатов в этой статье, Кремль может, столкнувшись с неожиданностью на поле боя, он может тут же все переиграть. Он рационален, но только прикидывается идиотом, понимаете? Они настолько увлеклись изображением вот этим, что в Кремле сидят идиоты, поэтому вы их умиротворите, иначе мы все погибнем. Нет. Когда речь заходит о их реальной жизни или смерти, они становятся рациональными. Поэтому, господа, в этой ситуации, как всегда, слава Украине и вооруженным силам, враг будет разбит, победа будет за нами, а вам, как обычно, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!